Всем привет и добро пожаловать на кухню Nordic Balance, где мы готовим вкусную, полезную еду. Друзья, сегодня я хочу с вами приготовить печень, говяжью печень, но у нас она называется телячья печень, я не знаю. И я знаю о том, что не все ее любят. Мой датский муж вообще никогда не любил этот продукт. Также мой сын, он тоже всегда, когда был маленький, я говорила: ну, сыночек, понимаешь, это же мясо, кушай такое мясо. Он говорит: нет, мама, ты меня обманываешь, что не мясо. Вот, но этот рецепт, который я вам сегодня покажу, любит как мой сын, так и мой датский муж. Друзья, что для этого понадобится? Я очень хочу поделиться с вами этим рецептом. Вот, мы с вами сделаем, кроме печени, также еще и пюре из корнеплодов. С этого мы с вами и начнем. Потом мы сделаем с вами вот эту вот печень по этому рецепту, который любимый теперь моего мужа. И легкий какой-то салатик. Значит, что у меня есть? Полкилограмма печени телячьей, как я уже сказала, да? Мы возьмем с вами 150 грамм муки соевой, не белой, да? Мы же с вами полезным питаемся, да? И мы посмотрим, сколько у нас возьмет эта печень этой муки. Вот. Также у нас 1 луковица, все это идет для печени, да? 200 грамм шампиньонов, я вас немножко обману, это шампиньоны, которые уже обжарила моя любимая мамочка, и она заморозила для меня их. Вот, так что, мамуля, привет, спасибо большое. Ну, а вы можете просто-напросто обжарить или добавить сырые шампиньоны в это блюдо. Мне посчастливилось, да? Вот, и 1 красный сладкий перец. Как раньше у нас в Советском Союзе его называли болгарским перцем. Для салата пойдет у нас 1 мандаринка, 1 стручок такого зеленого лучка, веточка черри помидоров, которую я вырастила сама в тепличке. Вот, немножко тоже нашего укропчика, кориандр у нас здесь, кинза по-русски, 1 перчик чили. И вот такой вот салатик я взяла, не знаю, он называется по-датски яртесалет. Ну, возьмите любые листья, да, вот, тоже все будет хорошо. Для нашего пюре, с чего мы с вами и начнем, пусть готовится, я взяла буквально четвертинку корня сельдерея, 1 морковку и половинку пастенака, 2 картошечки, вот, и такой экзотический для меня овощ, по-русски он называется, по-датски он называется йорцкога, но по-русски он называется, по-моему, топинамбр, что-то такое. Когда если я ошибаюсь, вы меня исправьте и извините, да, я все-таки 30 лет живу в Дании, и когда мы уезжали из Советского Союза, то такого вообще овоща не было в природе. Топинамбр, по-моему, так. Вот, что мы с вами сделаем? Я уже налила водичку в кастрюлю и хочу сейчас просто-напросто порезать вот эти вот все наши корнеплоды. Так, такой одинаковой как бы ширины. Вот, картошку. Это очень будет полезно, знаете, как бы вместо пюре картошки вы получите гораздо больше пользы от вот этих корнеплодов. И будет вкус все равно картошки чувствоваться, вот, и ощущаться, да, но это будет полезнее. Для тех, кто болен диабетом, пожалуйста, обратите внимание на то, что картошку необходимо замочить в воде где-то на сутки, иначе она вам не принесет никакого добра. Вот, так, мы сейчас все это порежем. И запустим, поставим на нашу плиту. Вот так вот. Все такими равномерными кусочками. Воды, по-моему, у меня теперь будет очень много. Мы немножко сольем. Вот. И сейчас мы все это поставим на плиту. Немножко солью воды. Так, вот и все. И ставлю на нашу конфорку. Руки промокнем. Так, и это у нас будет вот здесь.
поставим побольше, на большую температуру. Я сейчас возьму одну крышечку только для того, чтобы прикрыть эту прелесть. И немножко пошевлю, я думаю. Бум. Чтобы немножко оно быстрее как бы подошло. Так, друзья, наше пюре, скажем так, уже готовится. И теперь мы приступаем с вами к приготовлению печени. Значит, я разверну немножко сковородку так, и ее мы тоже поставим на большие обороты. Здесь мы будем с вами делать салат. Так, наливаем немного масла. Вот так вот. Для того, чтобы обжаривалась наша телячья печень. Я положила ее сюда и думаю, я просто-напросто высыплю сюда соевую муку, и тем самым мы сможем ее обжаривать. Так, смотрите, как мы это сделаем все. Не будем все высыпать, а вот так вот. И сейчас я просто ее немножечко как бы так мы окунем в это. И уменьшим температуру до 10. Вот, чтобы она у нас не горела. И теперь мы можем, видите, как я прекрасно ее обмакнула. Вот, и опускаем ее в сковородку. Соевая мука – это чистый протеин, поэтому вы от нее не наберете веса, так как от пшеничной, и можете спокойно ей пользоваться. Добавляйте эту муку также и в различные блинчики, капустные или какие вы хотите делать, кабачковые. Это вам вреда никакого не принесет. Так, еще подолью немножко масла. Масло вы тоже добавляете так, как вы считаете нужным. Вот вы будете видеть, да, сколько берет эта самая печень. Так, красиво. Все у нас прекрасно. И здесь еще кусочек. Вот, и пока она у нас будет жариться, мы с вами сделаем волшебную такую добавку к этой печени, или же соус, скажем так. Я пока включаю эту конфорку. Так, на 18, пока наша печень здесь жарится. Я сполосну руки. И мы приступим к нашей великолепной, волшебной такой добавочке, да? Так, можно немножко даже убавить на 8. И видите, муки соевой нам хватило, 100 грамм ушло у нас на это, поэтому остаток мы оставляем, да? Вот, теперь мы делаем наш соус. Добавляем маслица. Так. И кладем лучок. 1 луковица у нас сюда идет. Так. Сюда же мы сейчас добавим, пусть она немножко подрумянится. Вот так. Друзья, я еще забыла вам сказать, что самый секретный ингредиент у нас это красное вино. Где-то у нас сюда, в эту заправку, пойдет бокал красного вина. Так, наше пюре уже начинает закипать. Мы убавляем температуру. Так, до 7. И приступаем, пока луковица обжаривается, мы давайте с вами будем делать салат. Смотрите. Это нам сейчас пойдет в нашу прекрасную сковородку. Так, я взяла вот такие листья салата. Геффи-салат, я не знаю, как называется по-русски, он такой вот растет. Его иногда называют еще, не знаю, румейный-салат. В общем, какой у вас есть под рукой, такой и берите, да? Вот, я его просто рву. Мне так больше нравится, когда он такой грубый. Вот. И добавляю сюда наши мандаринки. Тарам-тарам.
Но мы не должны забывать о том, что у нас жарится лук. Так, мы его немножко успокоим сейчас, потому что он очень активно обжаривается. И мы сюда же давайте добавим сейчас сладкий перец. Он даст сок, и лук не будет так жариться сильно на таком большом огне. Я немножко убавила, да? Вот, теперь у нас лучок вместе с красным перцем сладким. Печенку можно уже перевернуть. То давайте ее немножко подсолим. Прекрасно она себя чувствует. И немножко поперчим. Как вы знаете, я всегда добавляю или морскую соль, или какую-то более полезную. Соли у нас бывает много, у меня большая статья соли есть. Вот, можем перевернуть теперь нашу печень. Смотрите, как она себя прекрасно чувствует, обжаривается, да? Вот так вот. И после того, как я ее переверну, вот так вот, да. Все чудесно. Мы сейчас немножко ее тоже подсолим с этой стороны. Вот. И поперчим опять же. Так. И теперь я добавляю в наш будущий соус шампиньоны, которые моя любимая мамочка мне обжарила и заморозила. Мамуля моя уехала уже месяц назад в Киев. И как приятно, что у меня что-то есть, то, что она приготовила. Вот, смотрите, как красиво и как здорово. Вот. Теперь я в наш салат, продолжаем, да, возвращаемся к салату, добавлю вот этот самый перчик чили. Я люблю, когда, знаете, такой салат пикантный. И вот этот мандарин и перец чили, он дает какой-то такой очень-очень вкусный привкус. И ничего страшного, что с семечками мы любим острое. Вот. Убавим немножко, давайте сейчас печень, немножко температуру, да? Вот. И вы можете добавлять в свой салат все, что угодно. Грейпфрут, мандарин, апельсин, я не знаю, ревень. Летом мы добавляем. И когда у нас сезон, к примеру, яблок, я также могу немножко яблоки притушить и тоже добавить как заправку в салат. Это тоже очень хорошо гармонирует с мясом, с печенью и с другими прекрасными вещами. Немножко лучка. Так. И сейчас мы порежем наши помидорки, которую я горжусь тем, что я их сама вырастила. Причем вырастила так, знаете, по-серьезному. То есть семена посадила и так далее. Этим никогда в жизни не занималась, но теперь мне это очень нравится. И я с удовольствием это все делаю. Смотрите, что у нас сейчас с вами происходит. У нас с вами делается соус из красного перца, лука и шампиньонов. Так, у нас жарится с вами печень телячья. Мы делаем с вами салат. И у нас с вами варится наше пюре, которое полезное, очень полезное. Здесь только, как я уже сказала, у нас корнеплоды, ну и 2 картошечки, которые я тоже, кстати, вымочила. Но не со вчера, но утречком я все это замочила. То есть там гликемический индекс у них, у этой картошки гораздо ниже, чем нормальной, обыкновенная, да, когда мы просто варим. Смотрите, как у нас красиво все получается. Вот, и теперь наш салат уже практически готов. Да?
Вы его можете заправить как вам и вашей душе угодно. Сейчас я это выброшу. Так. И мы с вами добавим в наш соус красное вино. Вино добавляйте абсолютно любое, какое у вас есть под рукой. У нас вот со вчера осталось буквально 2 бокала еще вина. Вот, и я вылью буквально, ну, бокал вина ушел, наверное. Так, теперь мы с вами, все, печень уже готова. Так, вот я ее совсем прикрутила на такой, как бы, маленький огонек. И посолим, присолим давайте немножко наш соус. Так. И поперчим немножко. Соль я люблю, как я уже сказала, морскую или же гималайскую. Это, я считаю, самое полезное. Соль. Вот. Овощи, которые мы сейчас делаем для соуса, да, они не должны быть такими вот прям вялыми, разваренными. То есть они должны так хрустеть, и в этом их будет пикантность. Так, салат готов практически. Сейчас я только дорежу укроп и кинзу. Все это присыплю, да, притрусим этой вкусняшкой. Кстати, укроп и кинза тоже наши. Вы не поверите, но я об этом очень часто говорю. В Дании вообще найти укроп, который вкусный, который пахнет, это просто надо быть счастливым, честное слово. Только в этнических магазинах. И вот я пыталась вырастить его неоднократно, и в этом году, к счастью, у меня это получилось. Вот никто мне не верит, но действительно вот как-то вот не получается. Но сейчас в этом году у нас получилось. И поэтому я, естественно, все это добавляю в наши блюда. Так, смотрите, печень уже готова. Сейчас мы берем, выключаем наш соус. И этим самым соусом мы просто поливаем нашу печень. Смотрите, получается как красиво. Пахнет совершенно потрясающе, честно вам скажу. Вот. Вот так вот у нас получилось все. Сковородку мы отставим пока. Смотрите, как красиво. Во-первых, ваше блюдо будет очень сочным за счет этого соуса. Во-вторых, у вас будет очень полезное вот такое пюре, которое я тоже через минут 10 сделаю из него пюре из этих корнеплодов и подам вот с таким прекрасным салатом. Вот. И, конечно же, под конец своего видео я непременно вам покажу, как это все выглядит на тарелке. Но заметьте, у меня на это все ушло, ну не знаю, сколько минут, там, минут 10-15, но это все будет вкусно, полезно. О полезности печени обязательно напишу в описании под своим видео. И вы почитайте и делайте мой рецепт. Все быстро, вкусно, дешево и красиво. Вот так вот. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были со мной, за то, что вы посетили мой канал, за то, что вы готовите вместе со мной. И пишите ваши комментарии, пишите, оставляйте ваши какие-то, я не знаю, запросы или пожелания. Я с удовольствием буду вместе с вами для вас искать какие-то новые рецепты, готовить вместе с вами. Вкусно, полезно, красиво, и будем вместе. Спасибо за сегодня и до новых встреч. С вами была ваша Виктория Андерсон, которая вас очень и очень любит. До новых встреч еще раз. Пока!